Будем делать утяжку носа. Нижнюю часть мы не трогаем, она у нас и так довольно-таки узкая. Нам нужно выпрямить вот эту часть немножко, да, за счет утяжки. Вставляем иголку в отверстие в голове и выводим вот здесь, где у нас 7 петелек в ряду белой пряжи. То есть вот в этот ряд выводим, оставляем вот здесь кончик, чтобы нам его потом зафиксировать. Подтянули и смотрите, вперед иголку вставляем на один ряд ниже и выводим параллельно с другой стороны. Вот так. Немножечко подтягиваем. Теперь назад иголку параллельно того места, где мы начинали нашу утяжку, да, то есть вот параллельно вот этому глазику мы назад иголку вставляем вот сюда. Вставили и выводим на ряд ниже, то есть нам нужно стянуть немножко вот эту часть. Вот так. И подтягиваем. Подтягиваем совсем чуть-чуть, то есть нам не нужно сделать так, чтобы у нас нос был узкий. И еще один раз можно сделать, подтягивая вот эту сторону. Вот такими движениями. Видите, он немножечко выпрямляется. И дальше нам нужно немножко утопить вот эту часть, где у нас будут глаза, утопить немножечко внутрь. Мы готовим небольшое углубление для того, чтобы пришить глазки, чтобы они не выпуклые были. И вот я повторяю. Вот так у нас получилось. Глазки утоплены, носик немножечко выпирает, и мы немножко все-таки уравновесили, да, вот этот скос полотна, который у нас изначально шел. Вяжем ротик. Делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петли начинаем вязать 2 столбика без накида. Первый, второй. Делаем убавку из столбиков с накидом. Делаем накид. В следующую петлю вставляем крючок. Вытаскиваем, но не провязываем. Делаем накид. В следующую петлю вводим крючок. Вытаскиваем рабочую нить. У нас на крючке 5 петель. Провязываем их вместе. Мы сделали убавку. Дальше делаем 2 столбика без накида. 1, 2. Ротик мы связали. Обрезаем ниточку, оставляя кончик для пришивания. И у нас готовы все детальки.
Теперь можно приступить к оформлению мордочки. Прежде чем пришить глазки к голове, нам нужно сделать блики. Так будет удобнее. Берем иголку с белой пряжей, вводим крючок между первым и вторым рядом, оставляем здесь хвостик небольшой, чтобы потом его зафиксировать, и делаем назад иголку, небольшой стежок, примерно в один столбик, вот такой. Повторим еще один раз и делаем еще 2 небольших блика на противоположной стороне. То же самое делайте со второй деталькой. Теперь можно пришить глазки. Располагайте блики таким образом, чтобы они смотрели в одну сторону. То есть либо вправо, либо вы переворачиваете, они смотрят влево. Прикалываем глазки. Вот здесь у нас были утяжки, и прям в эти выемки мы будем пришивать. То есть вот так прикладываем к этой линии, где у нас стык между оранжевой и белой пряжей. Также второй глазик. Если расположение вас устраивает, все вам нравится, то пришиваем вот этими оставшимися кончиками. Пришиваем по кругу за полупетельку. Итак, пришили глазки, и смотрите, все ниточки, которые от пришивания, я прячу в голову. Вот так связываю их между собой, обрезаю покороче и прячу в голову. Все. Так, следующий этап у нас будет носик. Смотрите, у меня есть 2 варианта. Это вот такой нос, который я лепила из полимерной глины, потом красила акриловой краской. И есть вот такой купленный носик, но он меньшего размера. Я решила все-таки делать вот этот побольше носик. Вы смотрите по пропорциям мордочки, какой размер больше подойдет, будет симпатичнее и смотреться красиво, потому что многие подбирают неправильно объемы деталей. Я вот оставлю вот такой нос, приложила еще мордочку, и в принципе мне нравится, как это выглядит. Поэтому вы прикладываете свои носики, да, свои детальки носиков и приклеиваете. И когда вы определились, на каком уровне будет носик, можно пришить деталь мордочки. Деталь мордочки пришиваю по белой линии глазок. Прикладываю ровненько и булавочками прикрепляю. И вот эти части нам нужно заполнить немножко наполнителем. Не нужно их сильно раздувать, эти щечки. Главное, чтобы форма оставалась округлой. Пришьем сначала одну половинку мордочки, потом заполним холофайбером другую половинку мордочки. И вот теперь можно наполнить вторую часть.
Мордочку мы пришили, и теперь будем приклеивать носик. Приклеила я носик, клеила на клей Момент гель, суперсекундный клей. И вот что у нас на данный момент получается. Дальше мы будем пришивать веки. Там, где у нас потолще сторона, мы той стороной пришиваем вот сюда, над глазиком. Мы пришиваем над глазиком. Смотрите так, чтобы кончик, другой, который тоненький, он приходился где-то на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на где-то 8 петлю. И прикалываем. И также вторую. Когда мы прикололи и нас все устроило, мы можем пришивать. Пришиваем за петельки первого ряда, вот за эти петельки. Я дошла до конца брови, и теперь мне нужно закрепить вот этот кончик, чтобы он у нас не распустился. Смотрите, что я делаю. Я ввожу иголку и вывожу примерно вот здесь, вот где у нас начинается бровь. Немножечко все-таки вот где-то в стороне выведем. Вот. И теперь нужно вот этот же кончик вывести в эту петлю. Вот. Таким образом мы хорошо закрепим. Теперь связываем вот эти два кончика вместе и выводим в отверстие на голове. Теперь эти кончики у нас никак не распустятся. И также пришиваем вторую бровь. Ну вот такой он у меня пока что получается. Теперь нам нужно пришить ротик. Там, где у нас была убавочка, мы сгибаем немножко, делая округлую форму ротику. Пришиваем на этом уровне, то есть вот сюда. Теперь мы будем пришивать ушки. Намечаем сначала, где будут располагаться они. Я отметила ухо у меня от кольца амигуруми между 5 и 6 рядом. 1, 2, 3, 4, 5. И вот 6 ряд, между ними я ставлю булавочку. С другой стороны, от белой детали я 3 столбика откладываю. Здесь я отложила 3 и здесь. И по высоте от конца вот белой детальки у меня получается 1, 2 к третьему ряду. То есть 1, 2 к третьему ряду и 3 столбика влево. Вот расположение будет. Прикалываем. Располагаем ухо посередине боковой части головы. Прикололи детальку, теперь нам нужно сформировать ушко. Нам нужно сделать вот эту часть, половинку, немножечко углубив ее назад. То есть мы ее немножечко углубляем, и у нас получается загнутое ушко. Вот так.
на булавках это еще видно не очень хорошо, но нам нужно вот эту часть беленькую немножечко закруглить внутрь, вот так сделать. И для этого нам нужно немножечко продавить вот переднюю часть ушка назад, заколоть иголочкой, то есть здесь у нас получится вогнутая линия, а вот здесь у нас получится, сейчас я иголочку вставлю, а вот здесь получится у нас выпуклая часть. Вот здесь часть, половина уха, прямая. Когда прикололи, посмотрели, все ли нас устраивает, все ли ровно, и можно теперь пришивать. Пришиваем с черной стороны черной ниткой, с другой стороны, соответственно, в цвет тела. Пришили мы ушки, и вот такая у нас мордочка получается. А нам останется вышить или нарисовать вот здесь вот отметочки, полосочки, затонировать мордочку. Кто хочет, может сделать усики. И сейчас мы пришьем голову к телу. Обязательно оберните кончик проволоки тканевым пластырем и вставляем в голову, предварительно сделав лунку. Вот так голова просто вставляется. Для того, чтобы ровненько зафиксировать голову, я использую вот такие спицы чулочные. Не боясь, насквозь протыкаю голову в шею. Когда мы ровно все зафиксировали, смотрели, и можно пришивать. Я пришиваю таким образом. Вот у нас последний ряд был, и я беру за прожилочку между петельками. Подтягиваю. И также на шее беру между петельками прожилочку. Так будет надежнее и удобнее пришивать. И по кругу петелька за петелькой мы пришиваем голову. Оставьте небольшое отверстие для того, чтобы наполнить шею холофайбером. Итак, мы пришили голову. Не отрывайте нить, если у вас остался длинный кончик. Перенесите на спину. И сейчас мы вышьем пупочек.
Пупочек располагается посередине туловища, и от шеи на 18-19 рядов опускаемся вниз и в серединку ставим булавочку. Это у нас линия пупка. Теперь переводим иголочку со спины наперед. Сначала мы выведем иголку на один столбик вправо от булавки, а затем на один столбик влево и выводим на спину. Смотрите так, чтобы у нас иголочка выходила и входила в одно и то же отверстие со спины. Затягиваем и повторяем то же самое взад и вперед, образовывая пупочек. Главное входить и выходить из той петли, из которой мы начинали. И вот такой получился аккуратненький маленький пупочек. Все, теперь ниточку мы заводим вовнутрь игрушки, закрепляем. Мы полностью связали тигренка, осталось нам пришить хвостик. Хвостик мы определяем следующим образом. Ровно на линии середины нам нужно поставить булавочку. Мы отсчитываем от того ряда, где мы делали соединение ножек, 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у меня этот ряд. И я ровно посередине ставлю булавочку. Для того, чтобы нам вставить хвостик, нам нужно придать ему форму. Там, где у нас белая часть хвостика, мы ее выгибаем. Вот таким образом. То есть она должна прикасаться к поверхности. А верхнюю часть мы наоборот загибаем в обратную сторону. То есть делаем вот такую дугу. Эту часть мы будем пришивать к телу. А здесь мы оставляли проволоку. Вы ее обрежьте примерно, чтобы она торчала на 2-3 сантиметра. Так, чтобы когда мы вставили хвостик, эта проволока не вылезла спереди. Когда сформировали хвостик, теперь нам нужно сделать побольше отверстия, чтобы не травмировать пряжу. Я делаю это шпажкой обычной. Это все просто делается. Вот так вот делаете отверстие, прокручиваете. Все, готово. И теперь спокойно можно вставить кончик. Проверьте обязательно, чтобы, когда мы ставим тигренка, он стоял очень хорошо. Теперь зафиксируем верхнюю часть булавочками. Нижнюю часть мы будем пришивать вот в таком положении. То есть не нужно выпрямлять хвостик, чтобы он стоял трубой, а именно, чтобы вот здесь было меньше расстояния. Как вот лежит хвостик, так и пришиваем. Главное, чтобы это было ровно. Мы пришили хвостик, и я уже попробовала тенями нарисовать полосочки. Мне понравилось, как это выглядит. И второй вариант вот этого тигренка будет разрисовка тенями. Первый вариант я пробовала вышивать. Получились вот такие яркие полоски. А второй вариант я все же сделаю нарисованный. Также можно легонечко нарисовать, где будут, в каком месте будут полосочки, и по этим полоскам уже черной пряжей просто взять и вышить.
Здесь сложного ничего нет, я думаю, вы вполне справитесь самостоятельно. Сейчас давайте вышьем бровки и вот эти вот красивые галочки, которые у меня на первом тигренке. Сначала я намечу, где будут полосочки располагаться, вот такими тенями. Это тени для бровей, есть сухие и есть вот такие, которые нужно мочить. Но я такие не буду использовать, возьму сухие. И плоскую кисточку. Вот так это все дело выглядит. И теперь мы вот эту ниточку черную закрепляем внутри головы и обрезаем. И теперь самостоятельно рисуем полосочки, где хотим, чтобы они располагались. Я начала вот с хвоста и теперь продолжу. Ну вот что у меня получилось. Я все это нарисовала. Вы можете это все вышить. Какие-то, видите, поярче линии, какие-то совсем тусклые. Вот такая неоднородность. Можно еще немножечко углубить ротик, чтобы создать объем. Я вот еще под глазками здесь нарисую тоже тень. Все в меру, не надо так сильно прям зачернять. Все сделать нужно в меру. Вот вроде бы по одной схеме, а получились разные. Вот такие вот милашки получаются. Давайте теперь свяжем для тигренка
костюмчик.